Настя была счастлива, когда примеряла свадебное платье в свадебном салоне. Его зеркальные плитки отражали не просто манекены и ткань, отражали мечту, которая постепенно превращалась в реальность. Платье сидело как влитое, подчеркивало линию талии, струилось по бедрам. Настя с улыбкой поежилась. Она знала, что хотела именно это платье, чтобы в этот день чувствовать себя как в самом ярком сне. Ира, ее подруга и настоящая рядом опора, сидела на кожаном диване и внимательно рассматривала свадебные детали. Она не просто смотрела, она будто искала каждую искру гармонии в сочетаниях, чтобы Настя почувствовала себя уверенной и любимой. «Настя, ты выглядишь как принцесса», — сказала Ира. Ее голос звучал мягко, но в нем слышалась гордость за подругу. «Я так радуюсь этому дню», — призналась Настя тихо, не скрывая волнения. «И думаю о том, как это произойдет дальше, как мы будем жить среди этих клятв и обещаний». Ира улыбнулась, поднимая глаза к потолку. Она знала, что радость важнее сомнений, и что они вместе переживут все, и туман будущего, и ясный путь вперед. Настя шагнула ближе к огромному зеркалу и, словно сама с собой, снова произнесла слова о предстоящей свадьбе. Ветхие страхи, которые приходили и уходили по мере подготовки, постепенно уступали место уверенности, но рядом с ней не переставали звучать слова подруги. «Свадьба — это не только платье и кольца», — сказала Ира сквозь улыбку. «Это выбор быть вместе каждый день, даже когда ночь длиннее него». «Ты уверена?» «Уверена», — ответила Настя, и ее голос зазвенел чуть громче. «Я люблю Диму, я знаю это. Мы не знаем будущего, но мы знаем, что хотим быть рядом». Однако у Иры не исчезали сомнения. Она знала, что любовь требует времени, чтобы превратиться в союз. Мало ли как сверкают бантики и как звучат клятвы. Главное было сердце Насти. Но 4 месяца знакомства все же казались слишком коротким сроком, чтобы так радикально менять жизнь. После ухода Иры Настя осталась одна на шумной улице перед салоном, смотрела на витрины и думала. А может, она и правда знает Диму достаточно хорошо? Вопрос оставался внутри, томный и настойчивый, как шаги на мосту, который ведет через реку к будущему. История началась онлайн. Короткие переписки, смайлики и слова, которые звучали теплее обычных. Они нашли друг друга в мире, где люди порой забывают о человеческой близости, и все же нашли взаимное притяжение. Их общение переросло в оффлайн-встречу в уютном ресторане. Настя помнила каждое сообщение. Светлый тон, искренние вопросы о жизни, чуткость и внимание к деталям ее времени. Встреча была легкой, как летний вечер. Они говорили неторопливо, позволяли словам выстраивать мосты между собой. Дима казался ей открытым и добрым, не идеальным, но тем, что можно полюбить. Они обсуждали мечты, планы, семейные ценности. Настя чувствовала, что между ними начинается что-то, что может перерасти в долгую дорогу. Дорогу, по которой она готова идти вместе с ним. Она вспоминала переписку, которая привела к встрече. Каждое сообщение оставляло у нее ощущение, что судьба вмешалась и подала им шанс понять друг друга без лишних слов. Чтобы не подвести себя в день встречи с Димой, Настя решила обсуждать с Ирой наряд и образ. Она попросила ее помочь выбрать что-то скромное, но элегантное, чтобы не перегружать стиль и не отвлекать внимание от того, кто они есть и зачем встретились. Встреча в ресторане на этот раз не состоялась так, как планировали. Что-то помешало, обстоятельства поменялись, но они не отступили. Было несколько последующих встреч, которые постепенно стали камнями на дороге к ближе знакомству. В этих мелких историях чувствовался смысл. Даже если путь к встрече с Димой не всегда гладкий, он все равно оставался путем, к которому Настя готова идти. Сначала Настя думала, что квартира Димы его собственная.
Она представляла себе, как они будут жить вместе, как устроят дом, как начнется их совместная жизнь. Но позже она узнала, что жилье съемное. Это стало первым небольшим открытием в их отношениях, но не остановило их. Обо всем они говорили честно и искали решение вместе. Дима рассказал о необходимости съехать через 2 недели. Он попросил Настю одолжить деньги на съем новой квартиры. Просьба, которая на первый взгляд могла показаться обычной бытовой проблемой, но за ней кроются вопросы ответственности и доверия. Настя взяла паузу, вслушивалась в слова, ощущала, как ее сердце пытается найти баланс между собственными планами и желаниями Димы. Настя решила предложить Диме переехать к ней, там, где она уже имела стабильность и будущие планы. Она хотела не просто жить рядом, но и стать его женой. Хотела принадлежать ему полностью в смысле доверия и жизни, которую они могли бы построить вместе. Ее мысль была проста. Если они смогут жить под одной крышей, возможно, их молодая любовь станет крепче и устойчивее. Она верила в чистоту своих чувств и в то, что совместное проживание — шаг к будущему, который они оба представляли. Настя предложила Диме переехать к ней в 2-комнатную квартиру. Она объяснила, что квартира частично куплена на деньги ее родителей и частично на ее собственные средства. В ее словах звучала искренность и готовность брать на себя обязательства, включая небольшой долг за квартиру, который она гасила с каждой зарплатой. Дима ответил согласием. Он выразил свою любовь к Насте и подтвердил готовность жить вместе и строить их общую жизнь. В этот момент нередко звучали голосовые сообщения и улыбки, которые укладывались в будущий план. Они видели свет как общий путь, и казалось, что все идет по плану. Но за этим всеобъемлющим планом стояла еще одна реальность. Мать Насти, Елена Владимировна, ревниво следила за каждым шагом дочери. Она ругала Настю за то, что та позвала Диму жить к себе, зная его всего месяц. Она не могла понять, как можно так быстро довериться человеку. Настя же пыталась объяснить, что счастлива, что чувство, которое она испытывала, было не мимолетным, а настоящим. Но слова матери звучали чуждо и жестко. Она беспокоилась за дочь и за ее благополучие. Разговоры порой превращались в споры, и Настя чувствовала, как между ними растет пропасть, которую нужно будет потом преодолевать. Через пару месяцев Дима сделал Насте предложение. Доставая золотое кольцо из красной бархатной коробочки, Настя согласилась, и пара стала готовиться к свадьбе. Она покупает свадебное платье и обручальные кольца, а Дима приносит костюм жениха, который оказывается не новым. Дима оправдывался за неновый костюм, показывая качество ткани и уверяя Настю в своей искренности. Она верила ему и целовала его, выражая поддержку. В тот день Настя особенно ощущала, как мост между ними становится крепче. Не за счет платья или аксессуаров, а за счет взаимной веры и преданности. В день свадьбы Настя волнуется, примеряя белоснежное платье. Ее сердце стучит так же сильно, как и декорации вокруг. Свечи, фонтаны, смех гостей. Она думает о своей будущей роли – жены и партнера по жизни. Она готова к тому, чтобы идти вперед, и ее внутренний голос шепчет: «Ты сможешь». Взгляд Димы, полный уверенности и тепла, напоминает ей о том, зачем они встретились и зачем они решили идти по этому пути вместе. Они идут в ЗАГС, держась за руки. По дороге Настю останавливает старая цыганка, которая предупреждает ее о несчастьях. Цыганка шепчет Насте, что ее счастье не с этим человеком, но Настя отмахивается от нее и входит в ЗАГС. Ее мозг еще не принял слова предсказания как правду. Она хочет верить, что их любовь сильнее любых преград. Но в ее сердце мелькнули тревожные нотки, и они стали частью ее внутреннего диалога. Насколько она способна доверять нюансам будущего, которое кажется столь ярким и очевидным сейчас. Церемония проходит успешно. Настя и Дима скрепляют клятвы в любви подписью и поцелуем. Гости веселятся на банкете в кафе.
Вокруг звучит радостная музыка и смех. Для Насти этот момент — вершина мечты достигнутого счастья, которое она не находила раньше. Но вместе с радостью в эту композицию вмешивается и тревога, ведь ее сердце помнит слова цыганки. Ей хочется верить, что все будет хорошо, но тишина внутри напоминает, возможно, ей предстоит пройти тяжелый путь, чтобы выяснить правду. Неожиданно в кафе входят полицейские и арестовывают Диму. Полицейский объясняет Насте, что Дима — аферист. Родственники Насти в шоке, не понимая, что произошло. В этот миг весь мир Насти перевернулся. Праздник превратился в испытание. Она не может поверить своим ушам. Настю охватывает шок, когда жениха Дмитрия выводят из кафе. Она вспоминает слова цыганки о том, что ее счастье не с этим человеком. Настя убегает в туалет, чтобы выплакаться, чтобы дать выход своей боли. Теперь ее жизнь разделилась на две части – до ареста и после. Она пытается понять, как она оказалась здесь, где все, казалось бы, только начиналось. Подруга Ира пытается утешить Настю, но Дмитрий не возвращается. Гости расходятся, не понимая, что произошло. Настя, Ира и родители отправляются в полицейский участок, но им ничего не объясняют. Она чувствует растерянность и отчаяние, как человек, который внезапно лишается опоры в самом сердце своего будущего. Настя не может заснуть, думая о Дмитрии. Утром Ира заваривает чай с валерьянкой для подруги. Настя ненадолго засыпает, но быстро просыпается. В ее голове вихрь вопросов, которые не дают покоя. Кто он на самом деле? Что скрывает эта история? Какой путь сейчас выбрать в этой запутанной драме? Настя и Ира идут в участок, чтобы узнать подробности ареста. Дежурный полицейский направляет их к следователю. Их тревога сменяется надеждой. Возможно, там есть ответы, которые помогут понять, что происходит и почему. Следователь Сергей Юрьевич сообщает Насте, что Дмитрий – брачный аферист. Настя не верит и настаивает на его невиновности. Следователь объясняет, что Дмитрий выманивал деньги у девушек и исчезал. Она пытается ухватиться за лоск правды, но внутри остается пустота. Как можно было не увидеть это раньше? Следователь рассказывает о примере Вероники Чистяковой, которая взяла кредит на свое имя и купила автомобиль на имя Дмитрия. Дмитрий продал автомобиль и исчез, оставив Веронику с кредитом. Эти слова подчеркивают метод преступника и напоминают Насте: быть аккуратной и осторожной – не признак слабости, а необходимость. Следователь задает Насте вопросы о финансовых отношениях с Дмитрием. Настя вспоминает Шеритео, что Дмитрий просил деньги в долг. Следователь указывает на косвенные признаки мошенничества – ложь, скрытые траты, манипуляции, попытки изолировать ее от близких. Настя рассказывает, что Дмитрий жил в ее квартире, но не платил коммунальные услуги или кредит. Она упоминает, что Дмитрий водил ее в рестораны и оплачивал покупки. Следователь уточняет, что Дмитрий жил за счет Насти, но тратился на нее. Следователь сообщает, что Дмитрий Смирнов не имел денег даже на оплату съемного жилья. У Дмитрия есть жилье в Московской области, но его нельзя продать из-за прописки двух несовершеннолетних детей. Настя и Ира шокированы. Дмитрий не рассказывал им о детях. Настя просит о свидании с мужем, поскольку они официально стали мужем и женой. Следователь соглашается устроить получасовое свидание на следующий день. Настя и Ира выходят из кабинета. Настя шепчет, что все это неправда, а в ее шепоте звучит и надежда, и страх. Настя отказывается от помощи Иры и возвращается домой одна. Ей постоянно звонят родственники и мама, но у нее нет сил отвечать. Вернувшись домой, Настя плачет на диване. Слезы смешиваются с мыслями о том, что любовь и доверие могут привести к большой беде. Настя ищет информацию о Дмитрии в интернете и находит его фотографию с другой девушкой. На фотографии Дмитрий и Татьяна обмениваются поздравлениями. Настю коробит от мысли, что Дмитрий был счастлив с другой. Настя решает написать Татьяне, чтобы узнать больше о Дмитрии. Татьяна сообщает Насте, что у Димы есть 2 детей от первого брака, о которых он забыл. Настя удивлена, ведь Дмитрий ничего не говорил ей о детях.
Татьяна предупреждает Настю о возможных проблемах с Димой в будущем. Утром она готовится к свиданию с Димой в полицейском участке. Следователь напоминает Насте, что у нее будет всего полчаса. Настя встречается с Димой в кабинете следователя. Дима отрицает обвинение в аферизме, но Настя подозревает его в обмане. Она спрашивает о его браках и детях, и Дима признается, что был женат дважды. Это шок для нее. Она ищет смысл в том, что она считала правдой, а оказывается, не все так, как ей казалось. Настя узнает, что у Димы есть дети от первого брака. Дима пытается отрицать это, но Настя настаивает на правде. Следователь сообщает, что вызовет Настю для уточнения обстоятельств. Ночь до встречи с правдой становится тяжелой. Страх, сомнения и попытка увидеть свет в конце туннеля заставляют ее держать себя в руках. Выйдя из участка, Настя видит цыганку, которая останавливала ее у ЗАГСа. Цыганка объясняет, что знала об аресте Димы через своего внука полицейского. Она предупреждала Настю о возможных трудностях, но не могла рассказать всю правду. Этот момент — встреча с прошлым, которая снова возвращает ей важные уроки. Иногда судьба предупреждает заранее, но мы не всегда готовы слышать. Цыганка рассказывает, что видела арест Димы в день свадьбы. Роза, цыганка, утешает Настю, говоря, что все можно пережить. Ее слова звучат как теплое прикрытие от ветра. Не стоит держать страхи в сердце слишком долго. Они растворяются в смехе и поддержке друзей. Цыганка. Роза успокаивает Настю, говоря, что слезы лечат. После слез Настя благодарит Розу, но та не понимает, за что. Эти мгновения как краткий сон наяву. Она осознает, что ее мир изменился навсегда, и ей предстоит выбрать новый путь. Настя ждет встречи со следователем, но не знает, когда она состоится. Ее беспокоит возможность развода до медового месяца. Она думает о том, как быстро развиваются события, и о том, что жизнь может посылать ей разочарование вместе с надеждой. Ее мысль — как же идти дальше, если все в один миг поменялось? Настя отбирает девушек по месту жительства и находит 3 потенциальных жертв. Она пишет первой из них и получает ответ от Вероники. Вероника соглашается встретиться с Настей, чтобы поделиться своей историей. Настя встречает Веронику, бывшую сожительницу Дмитрия. Вероника спрашивает Настю, на сколько рублей Дмитрий ее обманул. Настя отрицает, что брала кредит на свое имя. Вероника показывает приложение банка и говорит, что ей осталось платить 1,5 миллиона рублей. В этом моменте Настя понимает, что обман может быть намного глубже, чем она думала. Настя интересуется, можно ли заставить Дмитрия платить кредит. Вероника объясняет, что автомобиль, купленный в кредит, Дмитрий продал по дешевой цене. Она написала заявление в полицию, но ей сказали, что она действовала добровольно. Эти слова подтверждают, что его манера уходить, когда денег становится мало, была частью его метода. Настя спрашивает Веронику, была ли она счастлива с Дмитрием. Вероника признает, что ее любовь к Дмитрию была иллюзией, и рассказывает о своих новых отношениях с коллегой. Это признание напоминает Насте. Любовь может быть красива, но история любви — не единственный путь к счастью. Иногда счастье приходит в другой форме. Настя рассказывает подруге Ире о своем визите к следователю. Ира предлагает пойти с ней, но Настя отказывается. Она хочет идти своим путем, не полагаясь на чужие силы. Настя упоминает о встрече с цыганкой Буй, чей внук работает в полиции. Этот нюанс снова возвращает к идее о том, что в их мире есть люди, которые знают больше, чем они думают. Настя готовится к встрече со следователем Леонидом Сергеевичем. Леонид Сергеевич, следователь с 15-летним опытом, рассказывает Анастасии о случае с аферистом Дмитрием. Он объясняет, что Дмитрий обманывал женщин, втирался в доверие, брал кредиты на их имя и исчезал с деньгами. Мошенник обманул женщин более чем на 30 миллионов рублей. Эта цифра звучит как гром в тихой комнате, и Настя начинает осознавать масштаб того, что произошло, и что ей поручено узнать. Леонид Сергеевич не понимает мотивов аферистов, таких как Дмитрий.
Он размышляет о мотивах Дмитрия, глядя на Анастасию. Следователь осознает, что Дмитрий не любил Настю так, как любил ее доверие к нему. В его взгляде смесь профессионализма и сострадания к человеку, который теперь стала свидетельницей и жертвой его прошлого. Леонид Сергеевич сообщает Насте о мошеннических действиях ее мужа. Анастасия уже знает о первой жене Дмитрия и его детях. Она рассказывает о других жертвах Дмитрия, включая Веронику. В этом разговоре рождается ощущение новой силы. Она не одна в этом деле. Ее голос становится тверже, и она готова держать курс, чтобы вернуть себе правду. Анастасия спрашивает о сроке наказания для Дмитрия. Следователь отвечает, что ему дадут не меньше 7 лет. Эти слова звучат как суровая правда, которая не поддается сомнению. Анастасия решает написать Дмитрию письмо и подать на развод. Она выбрасывает вещи Дмитрия и подает заявление о разводе. Она благодарит цыганку Розу за помощь, за тех, кто поддерживает ее в эти тяжелые дни. Это важный момент. Она принимает решение освободиться от прошлого и двигаться к новой жизни. Цыганка Роза предсказывала Насте встречу с честным человеком. Через полгода Настя знакомится с Даниилом, честным человеком, и выходит за него замуж. Старая цыганка Роза становится почетной гостьей на их свадьбе. Так заканчивается долгий путь, где любовь не всегда та, что казалась в начале, но где истина, преодоленная болью и страхом, приводит к светлому концу. Такова история Насти. История о любви и доверии, о том, как счастье может оказаться не там, где нам кажется, и как важно держаться за тех, кто рядом, чтобы не потерять себя на пути к свету. Подписывайтесь на канал, здесь много интересного контента каждый день. Берегите себя.